Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам связать вот такой базовый комплект шапка и манишка. Шапки я вяжу крючком, так как они получаются очень теплые, плотные, хорошо держат форму. Мастер-класс вязания шапок у меня есть на канале. Есть подробный расчет вязания шапок крючком на все размеры. Эта шапка связана на 56 размер, эта шапка связана на 58 размер. И схемы немножко отличаются. Манишки вяжу спицами, так как связанные спицами манишки очень удобные. Они легкие, мягкие, пышные. Их удобно носить под пуховиком или под курткой. Подойдут как и мужчинам, так и женщинам, так и детям. Их размер универсальный. Я вяжу манишки с невысоким воротником-стоечкой. Если вы хотите носить манишку с отворотом, то можете связать просто здесь резинку повыше. Ну а сам процесс основной части манишки одинаковый. Манишки я, конечно же, вяжу из той же вида пряжи, что и шапки. Это Ализе Суперлана Макси. Здесь 25% шерсть, остальное акрил. Моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Довольно такая толстая, объемная, пышная ниточка. Поэтому все изделия из этой пряжи вяжутся легко, получаются толстые, достаточно теплые и объемные. Использую здесь я спицы номер 6. Здесь рекомендованы спицы номер 8-10, но все-таки я предпочитаю вязать спицами номер 6, чтобы получать более плотную вязку. И на одну манишку с невысоким воротником можно связать воротник высокий и носить воротник как подворачивая, как у свитера. Здесь я связала невысокий воротник стоечка, и на манишку ушло ровно 100 грамм, то есть один моток пряжи. Здесь у меня цвет 182 серый меланж, темно-серый меланж. Это цвет кремовый, цвет номер 1. Итак, дорогие друзья, я приступаю к вязанию и вначале набираю петли. По своим расчетам, по моей плотности вязания, я набираю 76 петель. Обычным классическим способом я буду вязать манишку на круговых спицах. У меня это спицы для шапки с короткой леской. Можно вязать, конечно же, на спицах с длинной леской, но мне кажется удобнее вязать на спицах для шапок. Итак, я набрала 76 петель, и теперь наборный ряд замыкаю в кольцо. Смотрим, чтобы у нас ряд нигде не перекручивался. Набираю еще плюс 1 петля дополнительная для того, чтобы замкнуть ряд в кольцо. Снимаю первую петлю и вот эту дополнительную петлю перекидываю через вот снятую петлю, подтягиваю хвостик и далее начинаю вязать первый ряд. Смотрите, первый ряд, здесь можно поставить маркер, я буду ориентироваться по хвостику. Здесь начинаю вязать с изнаночной петли. Первая петля изнаночная, вторая петля лицевая, но лицевую петлю перед провязыванием перекручиваю. То есть завожу спицу за наборный ряд, подхватываю ее и вот так вот перекручиваю, возвращаю на левую спицу и провязываю лицевой. И повторяю: изнаночная, далее лицевая петля, но перед тем, как ее провязать, перекручиваем, подхватываем с обратной стороны петлю, перекручиваем, возвращаем на спицу и провязываем лицевой. И повторяем. Если вы таким образом будете в первом ряду перекручивать лицевые петли, то начало резинки будет более плотным и вот фактурным, и лучше держать форму. Вот такая вот, вот так вот выглядит начало резинки тогда. То есть более аккуратное и более плотное начало. Поэтому лучше всего первый ряд немножко здесь заморочиться, провязать. Конечно, легче всего вязать классические петли, но вот такой способ укрепления начала резинки хорошо подходит для начала вязания воротников, манжет
и других кромок. Итак, провязываю первый ряд. Первый ряд я провязала. Далее начинаю вязать второй ряд по рисунку петель. Первая изнаночная, вторая лицевая. Здесь уже вяжем обычные лицевые петли. Итак, вяжу горловину для манишки на желаемую высоту. Здесь я провяжу всего 20 рядов. У меня будет горловина как воротник стоечка. Если вы хотите носить с отворотом, то вяжите еще плюс там 10-20 рядов на желаемую как бы высоту и на желаемую длину отворота. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала воротник манишки. Всего я провязала 20 рядов, примерно 10 сантиметров высотой получается воротник. 19 рядов я провязала резинкой и 20 ряд провязала все изнаночные петли. Если вы хотите воротник выше, то вяжите узор резинки на большее количество рядов. И со следующего ряда буду считать, как с первого ряда начну счет. Буду начинать вязать основную часть резинки, при этом все петли необходимо поделить на 4 части, выделив по одной петле, как для петель, относительно которых мы будем делать прибавки, и эти петли можно считать как за линии реглана. И вот начало ряда, здесь у меня был маркер, я делаю первую прибавку относительно первой петли, поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу и провязываю за вторую стенку, перекрещивая протяжку. Далее этот первый ряд с прибавками буду вязать все петли лицевые. Далее ставлю маркер как начало ряда и отмечаю вот эту первую петлю реглана. Провязываю ее лицевой и далее ставлю второй маркер, вот выделив эту петлю. И после выделенной петли тоже делаем прибавку. Поднимаем протяжку и провязываем ее за вторую стеночку, перекрещивая. Далее провязываю 18 петель. То есть у меня всего было 76 петель. Поделив на 4, получается по 19 петель каждая часть. И одна петля — это выделенная петля. То есть я ее выделила, далее промежуток 18 петель, и следующая петля будет считаться как следующая регланная петля. И учтите, что здесь я уже не считаю как бы прибавленные петли. Итак, вот эту петлю не считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И следующую петлю буду выделять, но вначале поднимаю протяжку и провязываю за вторую стеночку, то есть делаю прибавку и выделяю петлю, ставлю маркер, провязываю лицевой и второй маркер. И после выделенной петли тоже поднимаю протяжку и провязываю ее за вторую стеночку. И следующие 18 петель. Итак, провязываю первый ряд основной части. Я закончила вязать первый ряд. Далее второй ряд провязываю без прибавок. Прибавленные петли тоже провязываю лицевыми. Перекидываю маркеры. Между маркерами петлю тоже лицевой провязываю регланную. И в общем в этом ряду количество петель не меняется, все петли вяжем лицевыми. Прибавки будем делать через ряд, то есть мы сделали в первом ряду, во втором ряду все петли провязали просто лицевыми, и в третьем ряду вновь будем делать прибавки относительно регланных петель. Третий ряд делаю прибавки относительно отмеченных петель. И здесь, где стоят маркеры, перед маркером поднимаем протяжку и провязываем за вторую стеночку
затем отмеченная петля, и после маркера поднимаем протяжку и провязываем ее лицевой за вторую стеночку. И далее идут лицевые до следующей отмеченной петли. Итак, провязываем этот ряд. Получается, мы в каждом ряду, где идут прибавки, делаем по 8 прибавок. Провязав третий ряд с прибавками, далее четвертый ряд, формируем рубчик. Вяжем все петли изнаночные. Далее рубчик будем немножко расширять каждую полосу на один лицевой ряд. И четвертый ряд провязываем все петли изнаночные. Начинаю вязать пятый ряд. Пятый ряд вяжем лицевыми, и в пятом ряду делаем прибавки, то есть перед отмеченной петлей прибавку делаем, отмеченную петлю провязываем лицевую, после отмеченной петли тоже делаем прибавку, поднимаем протяжку за вторую стеночку и далее провязываем все лицевые. 5, 6, 7 и 8 ряды вяжем лицевыми петлями, прибавки делаем в пятом и точно так же в 7 ряду. Я закончила вязать 8 ряд. Сейчас начинаю вязать 9 ряд, и в 9 ряду необходимо сформировать рубчик, и для этого провязываем все петли изнаночные. И в этом же ряду по чередованию попадает, что необходимо делать прибавки относительно регланных выделенных петель. Поэтому поднимаю протяжку перед выделенной петлей и эту протяжку провязываю за вторую стеночку только изнаночной. Перекидываю маркер, выделенную петлю тоже изнаночной. После выделенной петли вторую прибавку тоже также поднимаю протяжку и провязываю протяжку тоже за вторую стеночку. И далее все петли идут изнаночные. Так провязываю 9 ряд. Относительно каждой выделенной петли делаю такие прибавки. Далее 10 ряд лицевой без прибавок, 11 ряд тоже лицевой с прибавками, 12 ряд лицевой без прибавок, 13 ряд лицевой с прибавками, 14 ряд лицевой без прибавок. И в 15 ряду будем формировать еще один рубчик, то все петли будут изнаночные с прибавками относительно выделенных петель. И на 15 провязав 15 рядов, далее вязание основной части заканчивается, и будем переходить к вывязыванию переда манишки. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала основную часть манишки, 15 рядов, формируя узор в рубчик и делая прибавки через ряд по регланным линиям. 15 ряд я провязала изнаночные петли и делала прибавки по регланным линиям. Из 16 ряда буду вывязывать только переднюю сторону манишки, формируя закругленные углы с помощью укороченных рядов. И буду начинать счет как с первого ряда. Здесь можно уже маркер убрать. И здесь в начале тоже уберу маркер, чтобы он не мешал. И первый ряд провязываю здесь от начала все петли лицевые вот до последнего, ну как бы вот до выделенной петли, регланной петли в конце вот передней стороны. Я заканчиваю вязать первый ряд передней стороны, и вот регланную петлю в конце провязываю лицевой. Далее поворачиваю вязание на изнанку, и смотрите, здесь мы первую петлю затягиваем как при вязании укороченных рядов немецким способом. То есть мы снимаем петлю,
первую изнаночную и назад рабочую нить и затягиваем так, чтобы у нас на спице появились 2 полупетли, как предыдущего ряда. И не ослабевая нить рабочую, продолжаем вязать. Здесь мы вяжем по изнанке петли переда до следующей регланной петли. То есть это уже получается идет второй ряд по изнанке. Заканчиваю вязать второй ряд по изнанке и провязываю изнаночной последнюю регланную петлю. То есть это получается регланная петля с другой стороны, и поворачиваю вязание на лицевую сторону. И смотрите, начинаем вязать третий ряд, и в начале вязания третьего ряда мы снимаем первую лицевую петлю и затягиваем первую петлю, рабочую нить на себя, и затягиваем так, чтобы на спице появились 2 стеночки петли предыдущего ряда. Не ослабевая нить, продолжаем вязать. Здесь идет по лицевой стороне лицевые петли, третий ряд, и довязываем лицевыми, вот не доходя одну петлю, ту, которую мы затянули. То есть мы довязываем вот до петли, которая идет перед затянутой петлей. То есть одна петля у нас с краю остается, та, которая затянута. Она сейчас смотрится как 2 петли. Провязываю последнюю петлю третьего ряда. И у меня на спице здесь остается вот двойная петля, которая смотрится как 2 петли. Это затянутая петля. Поворачиваем вязание наизнанку. Снимаем первую петлю. Рабочую нить переводим за петлю и натягиваем. И вот вторая двойная петля у нас появилась на спице. То есть мы провязали как укороченный ряд и затянули петлю, чтобы не было дырочек. И продолжаем вязать 4-й изнаночный ряд. Также в 4-м ряду будем не довязывать вот одну петлю до конца предыдущего ряда. Заканчиваю вязание 4-го ряда, последняя изнаночная, и у меня на спице вот остается затянутая как двойная петля. Поворачиваю вязание на лицевую сторону, 5-й ряд мы еще вяжем лицевыми петлями. И первую петлю снимаю, причем обратите внимание, я петлю разворачиваю, перевожу нить вперед и затягиваю так, чтобы появилась двойная петля на спице. И далее вяжу лицевые петли, не довязывая одну петлю, вот эту двойную уже вторую петлю, то есть здесь до вот конца предыдущего ряда. То есть здесь у нас уже ряд сократился на 2 петли с этой стороны. Итак, мы будем вязать каждый ряд, сокращая его на 1 петлю и затягивая как бы первую петлю в начале следующего ряда. Провязываю последнюю лицевую петлю 5-го ряда. Здесь вот с краю остается 2 двойных петли. Поворачиваю вязание наизнанку, начинаю 6-й ряд. Первую петлю снимаю, и здесь нить в другую сторону направляю от себя и затягиваю вот первую петлю. И 6-й ряд мы вяжем лицевыми петлями, чтобы сформировать на лицевой стороне рубчик. То есть здесь будет чередование 5 лицевых и 6-й ряд как рубчик из изнаночных петель. Итак, дорогие друзья, я провязала переднюю часть. Всего я провязала с помощью укороченных рядов переднюю часть на 18 рядов. То есть повторив с 1 по 6 ряд 3 раза. Вот первая полоска, вторая полоска и третья полоска завершается полоской изнаночными петлями по лицевой стороне. То есть последний ряд был по изнанке, здесь я вязала лицевые петли. И каждый ряд в конце ряда сокращался на 1 петлю. И сейчас буду провязывать полный ряд и закрывать петли.
И смотрите, здесь вот я вот эту манишку вязала, здесь передняя часть у меня связана всего 12 рядов, а здесь 18 рядов. Можно еще провязать раппорт с 1 по 6 ряд и удлинить переднюю сторону, как вы хотите. Я начинаю закрывать петли. А здесь первую петлю тоже затяну, как петлю укороченного ряда. И далее начинаю вязать, провязываю изнаночную, следующую тоже провязываю изнаночной и перекидываю вот первую через вторую петлю и продолжаю. Изнаночная петля, перекидываю предыдущую петлю через провязанную, вновь изнаночная петля, перекидываю предыдущую петлю через провязанную, и вот получается закрытие изнаночными петлями. Итак, я довязываю, закрываю петли вот до двойных петель, и здесь покажу, как закрыть эти двойные петли. Я закрыла петли до боковой стороны, где вот двойные петли сформированы, и как закрывать эти петли. Смотрите, заводим спицу за двойную петлю, сразу как за 2 полупетли, и провязываем ее одной изнаночной, и предыдущую петлю перекидываем через провязанную. То есть то же самое, только здесь мы как заводим за 2 ниточки петлю и провязываем изнаночной и перекидываем. Итак, закрываем все двойные петли здесь по боковой стороне, и далее продолжаем закрывать петли уже здесь по плечу, по спинке, и так по кругу мы закрываем все петли, и здесь в конце тоже идут двойные петли перед передней, ну как бы самой нижней передней частью.